Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь решаем задачи LeetCode и готовимся к собеседованию. Сегодня интересная задача, которая является одной из самых популярных на собеседованиях в таких компаниях, как Google, Amazon, Microsoft и другие. Задача номер 1 LeetCode называется две суммы, то есть сумма двух чисел. Нам дан массив целых чисел, а также целевое значение. В этом массиве нам надо найти два таких числа, сумма которых равна нашему целевому числу. Также нам известно, что ответ ровно 1. У этой задачи есть одно достаточно простое решение. Например, посмотрим пример 1 и видим, что целевое значение 9 и элементы массива равны 2, 7, 11, 15. Мы видим, что сумма 9 у первого и второго элемента, то есть у 2 и 7. Какой может быть алгоритм, чтобы найти эти два числа, независимо от их позиций? Для этого мы можем использовать два вложенных цикла и для каждого элемента проверять весь массив и сравнивать сумму. То есть, например, берем первый элемент 2. Далее проверяем другие элементы, которые находятся справа от этого числа, то есть 7, 11 и 15. И как только мы встречаем число, сумма которых равна искомой сумме, то возвращаем индексы результата. Давайте попробуем это реализовать. То есть что нам нужно? Нам нужно для и в диапазоне от длины массива минус 1, так как нам нужна сумма, и, соответственно, второе значение будет отставать минимум на единицу. Второе значение j в диапазоне от i плюс 1 до длины массива. Далее сравниваем их сумму, то есть nums it плюс nums j, если она равна переменной target, то возвращаем индексы и j. По идее, это все решение. Можно пробовать запустить тесты. Так, видимо, есть опечатка. Тесты прошли. Отправляем решение. Решение принято, но оно достаточно неэффективно. Если посмотреть на время выполнения, то время составляет 2,5 секунды, то есть 2495 миллисекунд, что достаточно долго. Также, если посмотреть на решение, у нас есть два вложенных цикла, которые проходят по всему массиву. И, соответственно, у нас квадратичная сложность. То есть нам надо перебрать количество комбинаций, равное произведению длины массива n умноженное на n. У этой задачи есть более элегантное решение за один проход, то есть пропорционально длине массива.
Как это сделать? Суть решения является в том, что мы будем во время прохода писать текущий элемент и его индекс в некий словарь. И также будем проверять, что нет ли в словаре такого числа, сумма которого с текущим равна искомому числу target. И если это число есть, то его возвращаем индексы словаря и текущий индекс. Посмотрим наглядно, как это будет выглядеть. То есть мы заводим словарик D пустой. Далее нам нужен текущий индекс и значение. И для этого воспользуемся функцией enumerate, которая как раз таки возвращает пары, ключи и значения массивов. Передаем список nums. Заведем переменную остаток remainder равный переменной target минус текущее значение num. Теперь проверяем, есть ли это значение в нашем словаре. И если оно есть, то значит у нас есть пара значений, которые будут решением. Соответственно, возвращаем текущий индекс, а также значение из словаря. Если же значений нет, то пишем текущее значение и индекс в словарь. И для последующего числа этот остаток будет найден в словаре. Давайте проверим и посмотрим, насколько это более эффективно, чем прошлое квадратичное решение. Тесты прошли. Попробуем отправить. Обратим внимание, что в прошлый раз решение занимало 2,5 секунды. Решение принято, и время выполнения 55 миллисекунд. То есть гораздо быстрее, чем прошлое. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.